InDrive организовал общий перевоз своих сотрудников и их семей. Просто перевести такое большое количество людей за такой короткий срок, организовать, помочь им совсем. Мы до сих пор получаем поддержку от компании, они до сих пор помогают оплачивать за ту же самую квартиру, помогают со школой детей. Намного облегчило вообще весь процесс. Это все-таки мое четкое решение о том, где я сейчас хочу находиться, а где не хочу. Сейчас мы буквально короткий алгаз сделаем. Нарын харды чумпутук, секети аллы семейдек. Тыгар күннү саластык, үсүрах биттен, истигнек алгы турогу. Ал оппутун, ия дойды бутун, баржың бутун, ан дойды бутун. Айыттар быт, араңачылы турдунар. Яллах плугам. Ну и теперь надо... Огонь мы покормили. Теперь сейчас надо покормить землю. Землю также обычно кормим 3 оладушками. И в целом, как бы по-разному. У меня всегда-то, когда я прихожу в новое место и забываю покормить землю, я ем, и всегда еда падает на землю. Я такая, вот я забыла покормить землю. 3 оладушка. Вот, ну все. Мы сделали все наши обряды. Теперь каждый будем считать, что раз костер загорелся, то вот алматинские духи гор приняли нас благосклонно. И вот наши походы все будут всегда проходить хорошо и удачно. Телинге-бихер — это такое наше традиционное именно ожерелье, которое носится. Оно вот здесь сейчас представлено в таком маленьком размере, потому что обычно, когда мы говорим про праздник Весех традиционный, там они могут достигать, не знаю, там более 10 килограммов по весу. Это подарок родителей, что очень еще дополнительно придает значимость. Что каждый раз, когда я его вижу или одеваю, я всегда ощущаю, что вот поддержку своих родных и близких, которые хоть и сейчас здесь не со мной, но все равно. Я 6 лет отучилась в Москве, в студенческие годы, закончила Бауманку. И в Москве я чувствовала себя все равно азиаткой в Москве. Там даже, то есть там у нас были моменты со скинхедами, и в целом как бы с тем, что люди говорят тебе, чтобы ты ехал в свою страну, а твоя страна, ну, собственно, ты где-то уже есть, да, куда ехать. Вот. И самое забавное, что когда я переехала сюда, я этого меньше ощущаю, потому что по факту у нас прямо вот то казахское гостеприимство, да, о котором говорят, оно было абсолютно реальным. Даже вот хозяева нашей квартиры, которые были здесь, они такие: да, из Якутии, но вы же переехали, как бы, ну, скажем, все понимали, почему мы переехали, да, то есть это... Я говорю, да, по работе переехали, но все равно у людей было, ну, как бы четкое понимание, почему это происходит. А я здесь ни разу не столкнулась с хейтом, потому что я из Якутии. Я сталкивалась с хейтом, что я выгляжу как казашка и не говорю по-казахски. Вот это да, когда тебе что-то говорят по-казахски, ты переспрашиваешь на русском, и они тебе продолжают говорить по-казахски, а потом как бы типа: почему ты не говоришь на своем языке? Я говорю, на своем-то я говорю, но как бы... А потом ты начинаешь рассказывать, и это всегда очень долго. Ты такой: вот я приехала из Якутии, они начинают: да, как здорово. А когда вы переехали? Вот это такой очень долгий монолог, и ты как бы в какой-то момент времени, после раза 30-го, ты просто устаешь его уже произносить. Это такое просто какое... Ну... С чем ассоциируется у вас
Якутия? Ага. Ну, Якутия, она, во-первых, большая, как бы, страна такая, Якутия большая, она больше Казахстана, насколько я знаю. Да, это почти, да, огромные запасы всяких таблиц Менделеев и прочих ресурсов, так скажем. Это я наслышал. Алмазная страна, богатая страна. Есть такое, да. Ну, у вас почему-то население сильно маленькое. Да, население у нас на всю республику где-то миллионы людей. Даже миллионы, говорят, нету. Я Да. слышал, даже в Алмате в 2,5 раза больше населения, чем в Якутии. Да, такие Ужас. есть. Такая огромная страна. Как тебе? Вот это даже не камень, а как будто что-то такое. Металл? Да, какой-то встроенный металл, по-моему. Еще бы узнать бы по значению, что это значит. Какие подходят. Есть ли тут разница для замужних, незамужних? Вот наши традиционные якутские серьги. Вот, пожалуйста. Таки интересно, что треугольник. Как необычно, что форма такая. Когда объявили вот эту военную операцию, была первая мысль, что у моих детей больше нет будущего. Потому что когда нет выбора, нет будущего. То есть выбор должен быть всегда. Хороший, плохой, разный. Но ты имеешь право выбирать, как свободный человек. И поэтому, как бы, ну, несмотря на что бы как бы было тяжело или не очень, ты должен понимать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Я на самом деле не знаю, сколько мы будем здесь жить. И не знаю, на самом деле, что будет даже в следующем году, потому что слишком сложно предсказуемо целый год. Но я точно знаю, что я делаю все для того, чтобы у моих детей был выбор в конечном итоге. Мне кажется, вот это важно для меня. Они вот провели 3 месяца каникул у бабушки с дедушкой в Якутске. И они, вот особенно старшая дочка, она очень, скучает по дому. Она хоть говорит, Якутск мне нравится, он маленький. Но они там очень свободно по нему всегда ходили, передвигались. Там, летом звонишь им в 9:30, там 10 вечера, типа, вы где? Мама, мы там на площадке, которая возле другой площадки. Типа, не задавай глупых вопросов. Думаешь, как бы 10 вечера, да, можно было бы там, не знаю, домой прийти. Никто не хотел, в конце концов, тебе 9 лет, там, не знаю, 10 лет, да, не так уж много. Но вот при этом они ощущали себя очень-очень такой, как бы, комфортно. Потому что, наверное, вот это чувство безопасности, наверное, может, больше было. Когда я была маленькая, я ездила к бабушке в деревню каждое лето. Это очень далекая деревня, в Верхоянском районе. Там надо было, не знаю, 3 раза лететь на самолете. Крошечная деревушка, называется Долголах. И ты просыпаешься и чувствуешь этот запах оладушек. И ты идешь по полу, и он такой теплый. И это у меня ассоциируется с домом. Да, давай, пошли. Если честно, она, мне кажется, наоборот, ей было легче, поскольку у нее все основная часть была занята работой, да, то есть всю бытовую часть на тот момент, я взял на себя, то есть поиск квартиры, устройство детей в школу, справки, несправки,
договор, не договор, там, получение первичных каких-то документов. Все, что было, я уже прошел. Просто когда она прилетела, я ее взял за руки, сказал, пошли туда, идем туда, ну, вот, да, здесь делаешь это, все хорошо. Взял за руку, повел туда, здесь вот это делаем, вот эту бумажку даем, вот эту бумажку у тебя есть, я тебе положил, вот тому подобное. То есть, пока она работала, у нее этот первоначальный стресс от переезда как такого не было. Но ближе уже, когда эта вся работа более-менее утихла, мне показалось, что все-таки у нее стресс вышел к концу года. Он у меня вышел чуть раньше, у нее чуть позже, и это хорошо. Потому что если бы мы одновременно выходили из стресса, это был бы какой-то кошмар. А так рассинхронились, каждый свой период сделал, то, что ему надо, и все. Лучшая помощь от меня — не лезть там, где меня не просят. Просят — лезу, не просят — ничего не делаю. Зачем? Я хочу поступить в Сингапур. Вот, мне близка, во-первых, их культура. Мне очень нравится то, что они сейчас настолько быстро и активно развиваются экономически, что там столько возможностей именно карьерных. Мне нравится их программа образования и то, как они относятся к обществу. Там строгие законы, и там идеально чисто. Вот. Это прям вот страна моей мечты. Я хочу там учиться, посмотреть на людей, как они вообще, как это работает, система, что они делают такого, что они смогли, вот считаю, что с нуля, да, ну буквально там лет 20 назад Сингапур была развивающаяся страна. Сейчас это экономический центр Азии, она обогнала даже Гонконг, так что, да, Сингапур — это моя цель. Я вот на самом деле просто обожаю своих детей. Я их так называю, мои дети из Стартима. Они просто вообще потрясающие. Когда с ними общаешься, ты чувствуешь вот этот заряд энергии, заряд вот того, когда тебе только, там, не знаю, 16-17 лет, и все впереди, и весь мир у своих ног. И вот это я всегда так ощущаю, вот эту энергетику приятную. Так, ребята, добрый день. Меня зовут Анастасия, и я являюсь руководителем программы «Стартим». Как подойти осознанно к выбору университета? Вы, конечно, уже все выбрали университет, и вы такие уже сейчас тоже имеете свою экспертизу, и мы как раз сейчас об этом узнаем. Зачастую люди сами себя ограничивают. Например, вот ты закончил школу в Казахстане, и ты такой, а почему ты должен здесь оставаться? У тебя же есть возможность поступить в бакалавриат. Тут стран очень много, возможностей очень много. Вообще я работаю в Индрайве относительно недавно, то есть с прошлого года, но старт работы начался именно в Синнатс-парке, когда Арсен Томский решил, что он хочет создать такой проектный департамент для того, чтобы развить Якутию. Стартим — это программа, которая помогает школьникам из развивающихся стран поступать, становиться, точнее, лидерами нового типа через образование. Я вот, наверное, вижу и мечтаю о том, чтобы норма у людей, вот школьников наших, была норма, что они могут поехать учиться за границу. Что это не делается для каких-то особенных детей. Не говорим не о гениальных детях, мы не говорим о детях богатых людей, мы не говорим о детях, которые привилегированы. Да? Мы говорим о том, что если тебе хватает мотивации заниматься, тебе хватает мотивации вот пройти через эти, как бы довольно сложный процесс, там большой сбор документов, там надо хорошо учиться, иметь там такие дополнительные вот всякие занятия, да, и так далее, и так далее. Если тебе хватает мотивации, что на самом деле гораздо реальнее и ближе, чем кажется. Одна из для меня лично моих субъективных каких-то важных индивидуальных целей — это то, что чтобы в Якутии ребята, учась в школе, мечтали не поступить в Москву и Санкт-Петербург, а мечтали поступить за границу в лучший топовый университет и знали, что они могут это сделать. И вот я думаю, что когда наше общество будет к этому готово, могу сказать, что эта цель как бы лично программы для меня уже реализована.